Некоторые потратили баснословные деньги на кухню, а выглядит она при этом очень бюджетно. И наоборот, иногда некоторые кухни могут встраиваться в дорогущий интерьер, как влитые, и поддерживать его статус, даже несмотря на то, что заказчики прилично сэкономили на ней. В этом видео разберем ошибки, которые портят даже самые дорогие кухни, и поймем, на чем можно, а на чем нельзя экономить. Ничто не может так испортить внешний вид фасадов, как дешевые или некрасивые ручки. Некоторые об этом подозревают и ставят везде фасады с профилями или, может быть, даже push to open, что вполне нормально для шкафов и комодов, но не совсем правильно для кухни. Но на холодильник или посудомойку ставят какую-нибудь внезапную торчушку. В современных интерьерах по возможности лучше сразу проектировать скрытые профильные ручки. Но и в околоклассические интерьеры тоже можно ставить профили. Ну или, как минимум, подбирать лаконичные современные ручки. Тут важно следить, чтобы цвет ручек не спорил с цветом смесителя или другими металлическими элементами, и чтобы их расположение на фасадах кухни не было дерганым и хаотичным. А то ставят иногда где-то справа, где-то слева, где-то снизу, где-то сверху, где-то в центре, и получается кухня в стиле нервный тик эстета. Подбирать ручки стоит одного размера и располагать их в одном направлении и на одном уровне. Если уж вы выбираете ручки, то необходимо взять под полный контроль эти прыгающие торчушки, а некоторые не уделяют этому ни секунды внимания, считая, что, например, цвет фасадов играет более важную роль. Нет, равносильную. Смеситель – это один из самых выдающихся элементов кухни, и поэтому маргинальный смеситель способен испортить внешний вид даже очень дорогого гарнитура. А если к нему поставить еще и маленький люмпинизированный краник для фильтрованной воды, то этот тандем может мгновенно спустить вниз по социальной лестнице образ всей кухни. Выбирайте современные модели с высоким изливом, с функцией подачи фильтрованной воды с выдвижным шлангом. Такой смеситель может стать украшением или даже акцентом интерьера, а еще им будет очень удобно пользоваться и очень приятно. Ведь вы пользуетесь кухонным смесителем чаще, чем каким-либо другим смесителем в доме. Дешевить кухню может и металлическая накладная мойка с крылом. Особенно если у нее скругленные углы, какие обычно бывают у самых дешевых моек нержавеек из строительных масс-маркетов. Эстетичнее всего смотрятся мойки, монтируемые под столешницу, либо выполненные из того же материала, что и столешница, либо встраиваемые в столешницу заподлицо. А если выбирать накладную мойку, то лучше выбирать ее строгих форм с прямыми углами. Что же касается крыла мойки, то в век посудомоечных машин и встроенных в шкаф сушек для посуды смысл их существования от нас постепенно ускользает. В своем мастер-классе по кухням я рассказываю, как превратить мойку в полноценную рабочую станцию, какие есть новые подходы и взгляды на мойки, какие есть дополнительные устройства и аксессуары, которые могут пригодиться, для чего они, когда и куда их размещать, и как их выбирать, а еще как рассчитать наполнение под мойкой, чтобы все уместилось, и сотни других важных нюансов по проектированию кухни. Некоторые считают, что чем мудренее и навороченнее гарнитур им удается впихнуть в заданные рамки помещения, тем интереснее и дороже он будет смотреться. И придумывают острова сложной формы, которыми неудобно пользоваться и неудобно обходить, или разноуровневые шкафы, хаотично разбросанные по гарнитуру, а еще разнообразные ниши и полки, при этом при всем перегружая интерьер этим великолепием. Но на самом деле, чем проще форма мебели и чем лучше она выстроена по уровням, тем дороже и продуманнее смотрится кухня. Этакий архитектурный подход к формообразованию в интерьере. И это правило распространяется не только на кухне в современных стилях, но и на околоклассические направления, потому что классические фасады сами по себе витиеваты и богаты на декор за счет филенок и ручек, и излишние линии из разноуровневых шкафов им ни к чему. По этой же причине отдельно стоящая техника дешевит даже самые дорогие кухни и также добавляет лишних линий и уровней, лишние фактуры и цвета, а еще создает щели между мебелью и техникой, из которых сложно вычищать грязь и пыль. Полновстраиваемая техника, спрятанная за фасадами, растворяется в пространстве и не прерывает своим видом стройный ряд кухонных шкафов. Исключением тут будет только дизайнерская техника, которая выполняет роль акцента интерьера и задает ему настроение. Я прекрасно понимаю, что многие хотят к белой кухне белую технику. Это кажется логичным, ведь зачем на светленькое ставить темненькое?
надо на светленькое ставить только светленькое, тогда все сразу просочетается. Но нет. Неочевидная проблема тут вот в чем. Светлая техника очень часто имеет либо слишком холодный, голубоватый оттенок, и поэтому с молочными кухнями сочетается плохо. Или наоборот, часто имеет некоторую желтизну, которая не сочетается с цветом фасадов. Белый – это не какой-то один цвет, существует множество оттенков белого, и даже один и тот же оттенок на другом материале будет смотреться иначе. Поэтому идеально подобрать цвет практически нереально, за исключением очень редких ситуаций, когда и техника, и фасады у вас перед глазами все вместе, в том окружении, при том освещении и в том помещении, где все это будет устанавливаться. Потому что даже минимальная разница в тоне будет портить интерьер и выдавать работу дилетанта, думающего, что беленькое подходит к беленькому, а деревянненькое к деревянненькому. Пожалуйста, не делайте таких ошибок, сочетания так не работают. Но при этом в теории сочетаний совершенно несложно разобраться, если следовать сформулированным мной таблицам и схемам, которым я уделяю огромное внимание на своих курсах. Даже на большой дорогой кухне не все могут найти подходящее место для микроволновки и ставят ее на столешницу, в нишу между кухонными шкафами и даже на барную стойку или стол, за которым едят. Любой из этих вариантов говорит о непродуманности кухни и портит интерьер. Заранее спланируйте, как спрятать микроволновку так, чтобы не спотыкаться об нее взглядом, но при этом можно было удобно ей пользоваться. Оптимальный вариант – это скрыть за фасадами на уровне столешницы или чуть выше. Там же можно спрятать и другую мелкую кухонную технику, освобождая от нее столешницу и визуально разгружая интерьер. Но не забудьте заранее спроектировать в этом месте несколько розеток, чтобы техникой можно было пользоваться удобно, не вынимая ее из шкафа. Либо можно выбрать духовку с функцией микроволновки, если микроволновкой вы пользуетесь нечасто. Маленькая, обездоленная и гонимая люстра, которая к тому же по старинке размещена в центре кухни, также может простить и дешевить образ интерьера. Самый верный, современный и удобный вариант освещения на кухне – это лаконичные потолочные светильники в потолке для общего функционального освещения и подвесной светильник над обеденным столом, островом или барной стойкой, в общем, над тем местом, где вы принимаете пищу. И светильник должен быть самоштабен помещению и тем объектам, над которыми он расположен. В этом случае он не потеряется в пространстве, станет дополнительным стилеобразующим элементом интерьера, а еще удачно подсветит еду на столе и красоту вашего лица. Неприкрытые торцы шкафов бессовестно обнажают крепления корпуса кухни, которые обычно отличаются по цвету от фасадов, выдают не всегда красивые торцы столешницы и не всегда ровное примыкание столешницы, фартука или шкафа к стене, и тем самым с потрохами выдают бюджетный подход. Красиво скрыть торцы можно с помощью накладных фасадов, открытых полок со стеклянными фасадами, легких стеклянных или речных перегородок или других более основательных конструктивных элементов. Это потребует некоторых дополнительных затрат, но они не сравнятся с удовольствием иметь красивый завершенный интерьер кухни. Под прошлым видео на тему «Как кухня выглядит дороже», которое я, кстати, тоже рекомендую всем посмотреть, многие в комментариях спрашивали: а зачем кухне выглядеть дороже? Кого вы хотите ей впечатлить? Знать все, о чем я рассказываю в этих видео на мастер-классе по кухням и на курсах, нужно для того, чтобы не только кого-то впечатлить, но и чтобы, потратив серьезную сумму, потом не получить результат, который можно было бы получить и при значительно меньших вложениях в ремонт. И даже более того, недорогая, но грамотно спроектированная и продуманная кухня будет выглядеть дороже, чем фактически более дорогая, но менее продуманная кухня, созданная без понимания нюансов проектирования и дизайна. То же самое правило работает и для всего ремонта в целом. Кстати, что касается недорогих кухонь, которые хорошо встраиваются даже в самые дорогие интерьеры, то тут я отмечу, что совершенно не портит внешний вид кухни простые монотонные фасады, например, из МДФ, а то многие гонятся за бронебойным пластиком и готовы переплачивать за него. Не портит интерьер и недорогая, но качественная столешница и фартук из ЛДСП. Сейчас некоторые делают даже тонкие торцы таких столешниц без разницы в цене или без заметной разницы. Главное тут грамотно подобрать текстуру, а то на этом тоже многие ошибаются. Не дешевит, но деньги при этом экономит свес фасадов на верхних шкафчиков вместо ручек и профилей. А еще сэкономить без вреда для внешнего вида и образа интерьера
Можно на сложных выдвижных, выплывающих и выезжающих механизмах и наполнении. Ну и на некоторых других аспектах, про которые я расскажу в следующих видео. Поэтому поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!